Итак, всем привет! С вами Дмитрий Финашкин и добро пожаловать на мой канал. Сегодня обсудим тему, которая волнует многих. Какие языки программирования будут востребованы в ближайшем будущем, в 2025 году. Почему это важно? Потому что мир IT постоянно меняется, появляются новые технологии, и очень важно понимать, куда двигаться дальше, чтобы оставаться востребованным специалистом. Я выбрал 5 языков, основываясь на своем опыте и текущих трендах в IT-индустрии. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. В качестве первого языка я выбрал Python. И здесь, думаю, никто не удивлен. Python сегодня является одним из самых популярных языков программирования в мире. Но почему он так популярен? В первую очередь, благодаря, во-первых, своей простоте и, во-вторых, универсальности. Очень активно Python используется в таких сферах, как наука о данных, Data Science, искусственный интеллект, машинное обучение и так далее. Поэтому такие компании, как Google, Facebook, Netflix активно применяют Python для анализа данных, автоматизации процессов и даже разработки крупных веб-проектов. Универсальность в действии. Вот. Что еще важно? На Python написано много библиотек, упрощающих работу с данными, такие как Pandas, NumPy, TensorFlow, PyTorch и так далее. Вот. Поэтому, если вы хотите построить карьеру в сфере AI или науки о данных, Data Science, Python обязательный инструмент. Кроме того, плюс Python в том, что его легко освоить даже новичку. Это очень дружественный язык с простым синтаксисом, похожий на обычный английский язык. Вот. Именно поэтому сегодня огромное количество вакансий на рынке связано именно с Python и обработкой данных, и спрос продолжает расти. Поэтому, если вы хотите обеспечить себе стабильность, перспективу, изучение Python – это отличный выбор. Второй язык – это Java, куда же без нее, мой личный фаворит. Вот. Я профессионально разрабатываю на Java уже больше 10 лет, и этот язык остается очень востребованным. Почему? Почему Java актуальна сегодня и останется актуальной еще много лет? Во-первых, Java – это проверенное временем решение для крупных корпоративных приложений. То есть, если мы говорим об enterprise приложениях, то Java это очень хороший выбор. Там крупнейшие банки, страховые компании, государственные организации активно используют Java в своих внутренних системах. Во-вторых, это язык разработки под Android вместе с Kotlin. И все еще миллионы мобильных приложений написаны и пишутся на Java. В-третьих, Java активно используется в микросервисах, облачной разработке, особенно с таким фреймворком, как Spring Boot, о котором мы говорим в параллельных видео. Вот. Поэтому, если вы хотите работать над масштабными и надежными приложениями, особенно в крупных международных компаниях, то Java это очень хороший выбор. Также хочу отметить, что сообщество разработчиков на Java очень большое и активное. Достаточно даже посмотреть на Stack Overflow, и всегда можно найти помощь и поддержку. Поэтому, если вы хотите обеспечить стабильную, перспективную карьеру в программировании, Java вас точно не подведет. Следующий язык – JavaScript. Если вы хотите если вы хоть немного интересовались веб-разработкой, вы наверняка уже слышали про JavaScript. И сегодня без JavaScript невозможно представить привычный интернет, интерактивные сайты, веб-приложения, сложные интерфейсы. Все это построено на JavaScript. Куча популярных фреймворков, React, Angular и так далее. Вот. И поэтому JavaScript превратился в мощный инструмент для создания фронтенда и даже full-stack приложений. Вот. И особенно сейчас востребованы full-stack разработчики, которые могут работать как с фронтендом, так и с бэкэндом, потому что на JavaScript, в принципе, при желании можно написать и бэкэнд. Кроме того, JavaScript позволяет разрабатывать даже мобильные и десктопные приложения с помощью, опять же, всевозможных инструментов, наподобие там React Native или Electron. Поэтому, опять же, достаточно универсальный язык. Поэтому, если вы хотите быстро начать карьеру
и иметь большое количество вакансий на выбор, JavaScript один из лучших выборов. И главное, он относительно легок для старта, то есть дружелюбен для новичка и позволяет быстро увидеть результаты своей работы. Следующий язык, тоже достаточно популярный, и популярность его продолжает расти, это Go. Go или Golang, созданный Google. За последние несколько лет Go стремительно набрал популярность и все еще продолжает ее набирать, и есть несколько причин. Во-первых, Go отличается высокой производительностью и простотой создания многопоточных и распределенных систем. В целом он для этого и создавался Google. Это очень хороший, подходящий язык для разработки микросервисов, облачных решений и приложений, где важна высокая скорость и стабильность. Go очень прост в изучении, его синтаксис очень чистый, понятный, лаконичный. Много компаний, наподобие Google, Uber, Netflix, уже активно используют Go в своих проектах. Вот. Опять же, если вам интересно работать с современными облачными технологиями, Docker, например, Go будет прекрасным выбором. Опять же, количество вакансий на Go быстро растет, а специалистов не хватает, потому что язык достаточно молодой, поэтому есть шанс занять выгодную нишу. Ну и пятый язык — это Kotlin. Это то, на что я тоже рекомендую обратить внимание. Kotlin, он официально поддерживается Google именно как основной и рекомендуемый язык разработки под Android. То есть Java тоже может использоваться, но Kotlin именно то, что используется Android Studio по умолчанию. Этот язык удобен, решает многие проблемы, которые, например, были у разработчиков на Java. То есть, например, эти всякие налы и прочее. Kotlin позволяет писать намного меньше кода, например, по сравнению с той же Java, да, и делает его более чистым и читабельным за счет этого кода. Да? Вот. Помимо Android, Kotlin начинает на самом деле постепенно использоваться и в бэкэнд разработке с помощью Spring. Да, тоже можно это делать. И опять же, вакансии, где требуется знание Kotlin, быстро увеличивается. Поэтому, если вам интересна в первую очередь именно мобильная разработка под Android, вот, то Kotlin — это отличный выбор на будущее. Вот. Итак, сегодня мы разобрали 5 самых перспективных языков программирования на 2025 год. Python, Java, JavaScript, Go и Kotlin. Выбирайте язык, пожалуйста, который больше подходит вашим целям и интересам, и начинайте изучение прямо сейчас. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой из этих языков вам кажется самым интересным. Может быть, вы уже начали что-то изучать. Может быть, вы, наоборот, не согласны с выбором. Я какой-то язык пропустил незаслуженно. Пожалуйста, тоже об этом напишите. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, жмите колокольчик. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Дмитрий. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!